Привет, меня зовут Алекс. Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Елена. Сегодня пятница, впереди выходные. Лена, что собираешься делать? Я поеду в деревню, к бабушке с дедушкой. У них там большой сад, и как раз подошло время урожая. О, и что там уже поспело? Яблоки, персики. Еще осталось немного абрикосов, а сливы только начинают наливаться. Это же очень много всего сразу. Как вы вообще успеваете со всем этим справиться? Тяжело, если честно. Все это нужно собрать, а потом переработать. Сварить варенье, компоты, что-то заморозить на зиму. Это получается серьезная работа на все выходные. Да, но зимой ты открываешь баночку, а там будто все лето сохранилось. Ради этого стоит немного потрудиться. Расскажи, как вы вообще перерабатываете такой урожай? Вот яблоки, например. Что вы с ними делаете? Часть просто едим свежими, часть идет на варенье, а часть режем и сушим на компот. А персики тоже на варенье? Персики обычно идут на компот, целиком, в 3-литровых банках. Получается очень ароматно зимой. А абрикосы куда деваете? Абрикосов в этом году осталось совсем немного. Съедим просто свежими, до заготовок дело не дойдет. Понятно. А сливу когда будете собирать, если она еще зеленая? Наверное, недели через 2, ближе к концу августа. Тогда и решим, что из нее делать. А какие банки используете? 3-литровые для всего? Для компотов, да, 3-литровые. А для варенья я беру банки поменьше, пол-литровые или литровые. А сколько по времени кипятите банки перед закаткой? Обычно минут 5. Крышки кипятим отдельно, тоже 5 минут. Лен, а рецепт варенья расскажешь? Нет, это бабушкин секрет. Она варит варенье в 3 захода, с перерывами между ними. А почему именно в 3 захода, а не сразу? Чтобы фрукты сильнее разварились. Они тогда превращаются в однородную массу, как густой кисель. А, то есть варенье получается не с кусочками, а такое гладкое? Да, но иногда бабушка потом перерабатывает такое варенье дальше, в пастилу. Разливает тонким слоем на противень и сушит несколько дней. Дети, наверное, любят такую пастилу даже больше обычного варенья. Еще как любят. Это у них самое любимое лакомство, разбирают сразу. Логично. А сахара много кладете по старому рецепту? Довольно много. Бабушка не признает варенье без сахара. Говорит, что тогда оно быстро портится. Компот тоже такой сладкий делаете? Нет, Алекс, компот чуть менее сладкий. Там пропорции другие. Но все равно получается сильно. Зато можно разбавлять водой по вкусу перед тем, как пить. Так, ребята, внимание. Кодовая фраза сегодняшнего видео. Джинсы. Все, поехали дальше. Слушай, а сад у них большой? Сколько там вообще деревьев? Да, большой. Участок соток на 50. Деревьев много. Я не считала, но штук 50 точно есть. Очуметь, 50 соток — это уже целая плантация. А что там у вас вообще растет? Яблони, персики, абрикосы, сливы, груши, вишня и черешня. А еще виноград растет вдоль забора. Малина есть, ежевика. В прошлом году инжир посадили. Обалдеть, это же настоящий сад, а не просто пара деревьев у дома, как у меня. Да, дедушка занимается садом уже лет 40. Это с тех пор, как они переехали в этот дом. Так вот, урожай в этом году особенно большой, лучше, чем в прошлом году. Из-за погоды, наверное. Лето было довольно теплым в этот раз. Да, дедушка говорит, что именно теплая весна дала такой результат. Деревья зацвели рано и без заморозков. А виноград тоже как-то заготавливаете или просто едите свежим? Из винограда бабушка иногда делает сок, но чаще мы просто едим его свежим прямо с куста. Урожая обычно не так много, чтобы делать что-то еще. Это, наверное, очень приятно — сорвать виноград прямо с куста, теплый от солнца. Очень. Это одно из тех простых удовольствий, ради которых стоит туда ездить. А кто вообще собирает урожай? Вы туда всей семьей приезжаете? Обычно да, вся семья приезжает на пару дней в конце недели. Одному собрать столько просто нереально. А детям тоже находится дело, или они просто гуляют по саду? Дети обычно собирают то, что пониже, яблоки и сливы с нижних веток. Для них это скорее веселая игра, чем работа. Получается, что дело находится для всех, даже для самых маленьких. Да, точно. Каждый берет себе задачу по силам, и получается общее дело для всей семьи. А куда вы потом деваете все эти банки? Столько ведь не съесть за зиму одной семьей.
Часть родственники забирают, часть соседям по деревне раздаем. Обычно к весне все равно почти все съедаем. У вас погреб есть? Где вы все это храните? У дедушки есть большой погреб под домом. Там прохладно круглый год. Банки там стоят рядами на деревянных полках. Ничего себе, целый погреб. У меня дома столько места не найдется даже для трети этого. Наверное, там еще и картошка лежит, и разные соленья. Да, там и картошка, и морковь, капуста, свекла, и соленья тоже. Погреб у них довольно большой, все туда помещается. А если урожая слишком много даже для родственников и соседей, куда его девают? Иногда бабушка отвозит излишки на местный рынок в соседнем поселке. Не ради заработка, скорее, чтобы просто не пропадало. А цены там сильно отличаются от городских? Обычно дешевле, это же не город. А у тебя, Лена, есть любимая заготовка из всего этого? Что-то, что ты сама больше всего ждешь зимой? Наверное, персиковый компот. Он получается настолько ароматным, что напоминает лето даже в январе. Хороший выбор. А тебе самой нравится сам процесс сбора и готовки? Или это больше для семьи? Мне правда нравится. Это редкая возможность провести время с бабушкой и дедушкой, а заодно и поработать руками. Это здорово, что получается совмещать полезное с приятным. Согласна. А у тебя, Алекс, как обычно проходят выходные летом? Тоже куда-то ездишь за город? Не так регулярно, как у тебя, но иногда выбираюсь. У меня родители тоже любят возиться на маленьком участке рядом с домом. А что у них там растет? В основном зелень и немного овощей. Ничего похожего на настоящий сад. Но помидоры у мамы получаются очень вкусные. Помидоры со своего участка всегда вкуснее магазинных. Согласен. У них совсем другой вкус, более насыщенный. Алекс, а у тебя в детстве были похожие поездки к родственникам за город, как у меня? Да, я в детстве часто ездил к бабушке на дачу. Тоже помогал собирать урожай. Правда, сад у нее был намного меньше вашего. Что там росло? В основном ягоды, смородина, крыжовник, немного клубники. Из фруктов только пара старых яблонь у забора. А варенье она тоже варила сама? Каждое лето обязательно. Особенно я любил варенье из крыжовника с добавлением апельсина. Необычный получался вкус. Интересное сочетание. Никогда такого не пробовала. Очень рекомендую попробовать хотя бы раз. Рецепт там простой. Апельсин добавляет легкую кислинку и особый аромат. Ладно, расскажи мне вот что. Ты бы сам смог справиться с таким большим садом, как у моих бабушки и дедушки? Честно говоря, не уверен. Мне кажется, для этого нужен многолетний опыт, а не только желание. Да, опыт правда важен. Дедушка знает все про каждое дерево, когда его сажали и как за ним ухаживать. Это, наверное, накапливается с годами. Такое просто так не выучишь по книжке. Именно поэтому мне и хочется ездить туда почаще, пока есть возможность у них учиться. А далеко вообще ехать до вашей деревни? Часа 3 на машине, если без пробок. Обычно выезжаем рано утром в субботу. А ночевать остаетесь там или возвращаетесь в тот же день? Всегда там ночуем. В воскресенье вечером поедем обратно в город. Понятно. Тогда выходные у тебя действительно будут насыщенными. Да уж, но я все равно жду эту поездку каждый год. Это лучше, чем дома пялиться в экран. Хорошая мысль. Ладно, Лена, давай подводить итоги нашего разговора. Да, лето в этом году получилось урожайным, и впереди еще целые выходные работы в саду. Удачи с яблоками, персиками и всем остальным урожаем. Спасибо. Расскажу потом, как все прошло. Может быть, в одном из следующих выпусков. Обязательно жду рассказ. А лучше капельку варенья по бабушкиному рецепту. Хорошо, отложу для тебя баночку. Договорились, буду ждать. Кстати, господа, если вы сегодня внимательно нас слушали,
то вы знаете кодовую фразу этого выпуска. Напишите ее в комментариях. И заодно подскажите нам тему следующего видео. До скорой встречи. Всем хороших выходных.